Зашивка. У Артура Хантимирова последняя проба МАНТО оказалась положительной. Сегодня он вместе с мамой пришел на повторную диагностику. Перед пробой МАНТО осмотр врача обязателен. Мама Ольга прекрасно понимает, все это делается ради здоровья ребенка. Проба МАНТО – это не вакцинация, а диагностика. 2 сына, все прививки, все в срок, никогда без всяких там. Все прививки сделаны, то есть я не против прививок, то есть я за. Мое личное, это спокойствие, мнение, что у меня дети, то есть защищены от каких-то там инфекций, то есть нежелательных болезней, и мне так спокойнее. Далее процедурный кабинет. 7-летнему Артуру поставили пробу МАНТО. 3 дня не мочить, не тереть. Вот и все. Этот метод иммунодиагностики у детей позволяет выявить туберкулез на ранних стадиях, когда на лечение потребуется в разы меньше времени и сил. Отметим, за последние 3 года в Елабуге среди детей не выявлен ни один случай активной формы туберкулеза. Если приходит к нам с положительной реакцией МАНТО, мы проводим дополнительное обследование. Если МАНТО сделано, мы еще делаем диаскин-тест. Он более специфичный к туберкулезной инфекции, мы это проводим. Если диаскин-тест положительный, то мы проводим следующее обследование. Делаем компьютерную томографию, то есть ищем локальные формы туберкулеза. Врачи утверждают, если раньше туберкулез считался болезнью бедных, то сейчас это заболевание не знает границ между классами. Под риском находятся все. Именно поэтому все граждане обязаны проходить процедуры выявления этого заболевания, тем самым сохраняя здоровье себе и не подвергать риску заражения своих близких, семью, коллег, друзей. Поэтому нам непонятно, почему некоторые родители отказываются от диагностики, говорят врачи. Так, например, в прошлом году таких случаев было 479. Отказники, я говорю, они путают вакцинацию от проб. Мы им разъясняем здесь, когда они приходят. Потом, если от МАНТО отказываются, альтернативные методы предлагаем. И обязательно требуем флюорографическое обследование родителей, потому что они все-таки в окружении, в тесном окружении находятся, эти дети с родителями, со взрослыми, начиная с 15 лет и выше. Назначаем флюорографию. Раннее выявление туберкулеза у детей – это иммунодиагностика, а у взрослого населения – это флюорографическое обследование. И поэтому от этих мер профилактических мы не должны отказываться. И чем больше среди нас будут людей, которые не обследовались, то есть у нас тем больше шансов заболеть туберкулезом остальным людям, и в том числе в детских коллективах. Именно профилактические меры сегодня имеют очень важную роль. Туберкулез, он ходит среди нас, и мы никогда не можем определить, больной человек туберкулезом или нет. Иногда просто обыкновенная слабость, легкая температура 37 градусов, и он думает, что он утомился, а на самом деле это, возможно, туберкулезная инфекция. Поэтому, когда мы выявляем больных туберкулезом, мы должны понимать, что есть контактные по работе, есть контактные по дому, в семье, есть контактные у детей, которые были контактны с больным туберкулезом. То есть это круг может расширяться бесконечно. И если мы вовремя не обследуемся и не занимаемся профилактическими мерами, то есть для раннего выявления туберкулеза, то мы тогда этот круг будем просто расширять и расширять. В прошлом году в Елабуге выявлено 25 случаев туберкулеза. Сегодня на учете у врачей 44 больных с активной формой этого недуга. Лера Даутова, Альфина Ахудина, Михаил Филатов, Елабуга, 24. Только 4 дня. С 28 по 31 марта. Тушка курицы охлажденной всего за 99 рублей 90 копеек за килограмм. Светофор. Покупай выгодно. Город Елабуга, улица Молодежная, 5.